и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. У меня для вас сегодня интереснейшая тема, которую сложно объяснить, но от которой зависит наше восприятие при общении в интернете. А конкретнее, сегодня поговорим про использование смайлов. Вы наверняка видели от русскоговорящего человека что-то наподобие такого. И задавались вопросом, что это и почему нельзя нарисовать смайл с глазками. Но более того, все вот эти вот скобочки еще выражают разные эмоции. Где-то я улыбаюсь, где-то ехидничаю, где-то искренне смеюсь, а где-то сарказмирую. В общем, тема дико сложная, и ее надо прочувствовать. Так что приготовьтесь. А в самом конце добавлю кое-что еще интересненькое. И если вы еще не подписаны, не забывайте нажимать на кнопочку ниже, а также активировать субтитры, если они вам нужны. Это, естественно, не писанные правила, да и правилами это не назовешь, но каким-то образом они у каждого закреплены в голове, и каждый точно или примерно понимает, что хочет сказать собеседник, поставленный скобочкой. Если вы носитель русского языка, можете меня поправить, если мое восприятие вам кажется не до конца верным, или наоборот согласиться. В общем, поехали! Я бы их условно разделила на 4 группы. 1 скобочка, 2, 3 и бесконечное количество. Хочу сразу оговориться и сказать, что это все преимущественно работает для малознакомых людей или просто знакомых, не друзей. Потому что с человеком, с которым вы близко и часто общаетесь, естественно, не обязательно церемониться, назовем это так как вы и так чувствуете и понимаете настроение друг друга без использования скобочек. В этом случае их использование исключительно по желанию. Но это не значит, что с друзьями эти скобочки не используются, конечно, используются. И начнем с 1 скобочки. Это обычный смайлик, и, наверное, он максимально близок к тому, что в других языках пишется со скобочкой и 2 точками. Зачастую в русском языке это воспринимается как знак вежливости, дружелюбия. И иногда его отсутствие при общении с новыми или, опять же, с малознакомыми людьми может восприниматься даже как легкая грубость. Конечно, есть немало тех, кто любит переписываться четко, без смайликов, с точками или вообще без каких-либо знаков. Но по моим личным ощущениям, таких людей пока что меньшинство. И мы не говорим про формальное общение, которое тоже может иметь место в интернете. А если я пишу, например, в стоматологию в WhatsApp, чтобы записаться на лечение, я не буду писать «Добрый день!» и так далее, потому что я пришла с конкретным запросом, и общение между нами формальное. Это не тот случай, когда надо проявлять вежливость с помощью смайлов. Хотя некоторые люди так делают, что с моей точки зрения абсолютно неуместно. Скобочка еще означает улыбку, не смех. Это не то, что вас рассмешило. Это не «ахаха, как смешно». Это то, что вас улыбнуло, когда вы прочитали сообщение. Но почему мы это выражаем 1 скобочкой, где потерялись глазки в виде точек? Точной теории на этот счет нет, но скорее всего это связано с упрощением. Поставить скобку проще и быстрее, чем еще искать на клавиатуре 2 точки. Это, кстати, как с буквой «ё», до которой многим лень дотянуться на клавиатуре. Вообще, насколько я помню, раньше чаще писали знак равно и скобка, а уже потом это сократилось до просто скобки. Я в комментариях на русском языке стараюсь писать так, чтобы вам было более понятно. Но у меня всегда так и просится поставить 1 или несколько скобочек, в зависимости от ситуации. Ну а так как после этого видео ситуация для вас прояснится, я могу со спокойной душой с этого момента писать так, как пишем мы. Дальше 2 скобки. Тут становится немножко сложнее, потому что это может означать улыбку или даже немного смеха. Это чуть больше, чем я просто улыбнулась. Это я улыбнулась. Эдакое дружелюбие в квадрате. Но также это может вызывать ухмылку, насмешку и в некоторых случаях даже раздражение. Как в диалоге.
Вот здесь надо было сделать по-другому. Ну да, тебе виднее. Я не имею в виду, что тебе правда виднее, а скорее показываю то, что виднее как раз-таки мне. Наверное, вот это уже чаще используется с хорошо знакомыми людьми, потому что с мало знакомыми вы вряд ли будете сильно сарказмировать. Ну и понимается это все уже исключительно из контекста. Поэтому я думаю, в вашем случае две скобки будут употребляться чаще в положительном значении, чем с подковыркой. Но имейте в виду, что если вы увидели эти две скобки, то, вероятно, человек чем-то раздражен. А еще иногда эти две скобки используются в том случае, когда человек не счел смешным то, что вы написали, но он очень не хотел вас обидеть, опять же, потому что вы, наверное, не так тесно общаетесь, и написал что-то вроде «Ахаха, смешно». 3 скобки. Тут все просто, это точно смех. Если вы получили такое сообщение, человеку смешно с того, что он увидел. Или он обрадовался тому, что вы ему написали. Или наоборот, когда вы пишете что-то смешное и хотите таким образом подчеркнуть, что вот это я пошутил. Или у меня хорошее настроение. Я описала, как прошел мой день. Очень рада, что он завершился именно так, и поэтому в конце поставила 3 скобочки. Или еще пример. Мы долго не могли решить, когда встретимся. И вот, наконец, решили. То есть я очень довольна. И вместо того, чтобы искать симпатичный смайлик-улыбочку, я хочу нажать как можно больше скобок. И отсюда можно плавно перейти к бесконечному количеству скобочек. Потому что в примере, который я привела, можно было бы использовать и больше 3. Смысл от этого не поменялся бы. Итак, много скобочек у нас выражают либо большую радость, либо большой сарказм или раздражение. Многоскобочьем, я сама придумала это слово, большим количеством скобок мы выражаем абсурдность того, что увидели или услышали. Возможно, в момент, когда я это пишу, я нахожусь в истерическом припадке, потому что увидела что-то, что, казалось бы, не может быть реальным, но оно реально, в плохом смысле этого слова. Меня просто колотит от злости, и я хочу побарабанить по клавиатуре как можно сильнее и дольше. И отсюда получается сообщение с бесконечными скобками. Но повторюсь, радость это тоже может выражать. Со скобками в обратную сторону все примерно то же самое, но наоборот. Легкая грусть, грусть чуть побольше и капец какая грусть. Ну и опять же, если я напишу сообщение, в котором будет много скобок в обратную сторону, это не обязательно значит, что я сильно грущу. Вероятно, это значит, что я над кем-то издеваюсь и говорю: ой, как жалко, но на самом деле мне смешно. На этом все, но пару слов мне бы еще хотелось сказать про русское ха-ха. Когда вы смеетесь над шуткой, но не хотите употреблять ни смайлы, ни скобочки, в общем, это явление, я думаю, есть во всех языках. Ну, вам смешно, вы смеетесь и хотите это показать. Так вот, в русском языке, если написать ха-ха, то это скорее будет звучать как издевка, нежели как то, что вам реально смешно. Хуже может быть только ха-ха через дефис. Как это делаем мы? Здесь, как и со скобками, можно использовать бесконечное количество слога «ха». Зависит только от того, насколько вам смешно. Это может быть ха-ха-ха-ха-ха, ахаха-ахаха, ахаха-ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, или даже капсом ахаха-ха-ха-ха, когда вы умираете от смеха. Но как минимум для приличия надо написать ха-ха или ахаха. В общем, использовать больше 4 букв. Ну, кстати, вот это ха-ха может спокойно заменить 2 скобочки. Тут совсем не важно, с какой буквы будет начинаться ваш смех, с А или с Х. И точно так же не важно, на какую букву он будет заканчиваться. Здесь главное от души побарабанить по клавиатуре. Очень интересно, как с этим обстоит дело в вашем языке. Потому что я очень часто, конечно же, транслирую свою русскую наследственность, пишу в других языках так, как чувствую на русском, только пишу на другом языке. Хотя от многих вижу сухое ха-ха.
Шучу, конечно, я не думаю, что это сухое ха-ха, я понимаю, что у человека просто другое восприятие. Но во всяком случае очень интересно узнать, какое оно у вас. Надеюсь, не слишком заморочила вам голову нюансами переписки в интернете на русском языке, но я думаю, что это важная тема, и вы должны были узнать о ней побольше. Пишите мне комментарии со скобочками без точек. Насколько для вас это покажется странным. Спасибо, что смотрели. Мне было весело. Надеюсь, вам тоже. И увидимся, конечно, увидимся в следующем видео. Пока!